Сегодня пойдет речь не о пересадке волос, не о волосах. Я скажу больше, что я начал свой блог 5 лет назад. У меня не было ни единой мысли, то, что это пойдет, собственно, и я буду так развивать именно свою направленность и фокус на волосы, на изучение волоса. И, в принципе, это имеет место быть и смысл, потому что всю жизнь я, по сути, в этом пытался разобраться. У меня не было правильных инструментов. И, соответственно, как бы скомбинировав свое желание разобраться, плюс свои аналитические способности, я пришел к вот этому блогу, который я до сих пор веду. Я не считаю себя блогером, я считаю, скажем так, себя аналитиком, который делится своими изучениями с вами. И сегодня пойдет речь немного о другом. На самом деле я записал сообщение своему другу и подумал, что а почему бы не сделать это видео, которое, может быть, поможет кому-то еще. И вообще мой блог — это не про волосы, это про качество вашей жизни. И прежде всего, если мы говорим о качестве вашей жизни, все исходит от вас самих, то есть, скажем так, вашего эпицентра. Соответственно, что самое важное, самое главное — это ваше психологическое здоровье. Когда я провожу консультации, детализированные консультации 1 на 1, я также, один из пунктов, который я вас опрашиваю, это ваша, скажем так, стрессоустойчивость, качество сна, чтобы выявить, насколько также психологически, не то, что вы здоровы, я не психиатр, я не могу это выяснить, но вот этот фактор тоже для меня очень важен. И о чем же я все-таки записал сообщение своему другу и подумал, что, возможно, кому-то еще это поможет, о таком понятии, как депрессия. Дело в том, что я сам 1,5 года назад столкнулся, или уже, получается, 2 года назад столкнулся с таким явлением, как депрессия. До этого у меня никогда ничего подобного не было. Я не знал, что это такое и почему это так настолько плохо. И сегодня я вам просто поделюсь своим личным опытом и расскажу, что же такое депрессия и почему это очень-очень плохо. А если схематично обрисовать уровень вашей жизни и качество вашей жизни, вы живете, вот представим, что на вот этом вот уровне, и что происходит в момент депрессии. Вы скатываетесь к определенному уровню, который не является вашим уровнем. Почему многие психологи, и у меня на самом деле был тоже такой запрос, когда я пришел к психологу, я так и сказал: я хочу вернуться к самому себе. То есть мне не нужно что-то там другое, я просто хочу вернуться, я знаю, кто я знаю, какое мое нормальное состояние, и я хочу вернуться к вот этому нормальному состоянию. Еще психолог тогда удивился и сказал, что откуда ты знаешь, что на самом деле это и есть сердцевина, то есть то, что делают психологи, возвращают, по сути, вас к вашему нормальному состоянию. Да, это, кстати, тоже один из моих клиентов с очень классным результатом пересадки волос, к слову говоря. И вот этот эпицентр, от этого, скажем так, уровня, от этого базиса зависит качество вашей жизни. Почему также приходят ко мне многие ребята на пересадку волос? Потому что вот когда вы находитесь, скажем так, не в этом уровне, а находитесь на другом уровне, вам кажется, что мир не такой, и у вас падают желания, у вас нет желаний, вы пытаетесь найти какие-то смыслы, которых, может быть, даже и нету, вы пытаетесь мечтать, вы пытаетесь желать вообще чего-то. И в том числе часто многие из вас попадаются в лапы, скажем так, маркетинга, тех самых конвейеров, которые зазывают вас на пересадку волос, пытаясь вам внедрить в голову то, что да вообще ваша жизнь как бы неполноценна, потому что вы не сделали там пересадку волос, или потому что у вас волос не хватает, да, или потому что вы лысый. Если вы смотрите мои видео, еще давным-давно, я уже несколько видео об этом говорил, что самая основная то, с чего нужно начинать, самая основная база — это вы сами и ваше самоощущение, и ваше психологическое здоровье. То есть, получая волосы, делая пересадку волос, вы не решаете никакие проблемы, связанные с вашим благополучием, психологическим благополучием, вашим понятием confidence, самоуверенностью, да. Это, скажем так, надстройка, которую нужно вот по пирамиде Маслоу, когда вы находитесь вот здесь, это надстройка, которую можно улучшить, но это
пересадкой волос вы не решаете проблему, если у вас эта проблема на уровне базисной проблемы, и чаще всего этот базис называется безопасность. То есть вы чувствуете себя небезопасно, там, я не знаю, вы не выдерживаете, например, конкуренцию на работе, или там с вашими коллегами, или там в бизнесе, или в личных отношениях. И если вы решаете, что ваша проблема именно волосы на базисе безопасности, то никогда не делайте пересадку волос. И я это расскажу в другом видео. Может быть, я не знаю, к этому моменту оно выйдет или нет. Я уже записал это видео. Это как раз-таки я рассказываю про один из конвейеров GGMed, GGMed, как он правильно называется, из Аслана, мое личное общение с Асланом и понимание аналитики его действий. Но сейчас не об этом. И депрессия — это такое ужасное состояние, которое вас заставляет привыкнуть, что ваш уровень не вот этот уровень, а вот где-то вот здесь. И получается, что когда вы испытываете какие-то положительные эмоции, то вы просто дотрагиваетесь до своего нормального уровня. И вы такие, ну да, нормально. Но это не нормально, в том-то и дело, что ваши положительные эмоции, и они должны быть не на вот этом уровне, просто его касаться, они должны быть вот здесь. То же самое и отрицательные эмоции, потому что если ваш уровень здесь, а вы находитесь вот здесь из-за депрессии, спускаетесь еще ниже, то каждая, например, какая-то проблема, которую вы в принципе можете решать обычно, и то, как мы люди это и делаем, то вы, получается, проваливаетесь еще глубже, и вы впадаете просто в какой-нибудь там страх. Страх, а что может быть хуже страхов? И, конечно же, страхами, человеческая история показывает, что человек в состоянии страха управляем лучше всего. Но это опять, если брать и сводить к маркетингу. То есть, видите, что мы не берем, мы все равно понимаем, что многие ваши нестабильные состояния, они все подвержены именно вот этому агрессивному маркетингу. Сделай, ты будешь лучше, там, сравни себя с кем-то еще. То есть это вот мир, сейчас, если мы гуляем по улицам, я не знаю, неважно даже какого города и какой страны, мы можем смотреть, что люди сравнивают себя с другими. И это неправильно. Видите, тут получается такой у меня выпуск о вашем психологическом здоровье и о депрессии. И еще, кстати, важный момент. Ухудшается ваше качество жизни, и вы, если вы с этим раньше не сталкивались, как, например, не сталкивались, как у меня, например, это произошло, я не знал, я не понимал, что происходит. И все это отражается на моей химии. Химия моего мозга, она продуцирует, она, соответственно, влияет и на мои гормоны, и на все мое состояние. То есть мне хочется спать, мне хотелось посредине дня, я мог, как бы вне зависимости от того, что куча работы, я мог, как сказать, утомиться или просто не находя смысла пойти, например, там поспать полчаса или час. Полчаса это, в принципе, нормально, я иногда сплю полчаса, такая, скажем так, азиатская привычка моя, но то есть, знаете, и просыпаешься, и думаешь, блин. И получается, что я жил, как будто бы самые мои радостные моменты были это, когда я сплю. И тоже, если вы обращаете внимание на своих близких, родных, что вот нет энергии, нет желаний, люди постоянно хотят спать, постоянная утомляемость, вы не восстанавливаете свои силы, это вот то, что похоже на депрессию. Я не могу вам диагностировать ее, еще раз, я делюсь то, что происходило со мной. И это ужасное состояние, потому что вы не понимаете, что происходит. Вы пытаетесь найти какую-то помощь своих окружающих, но вы не можете сами определить даже, что у вас не так, что происходит с вами и как с этим бороться. Соответственно, и помощи правильной вы не можете попросить у своих близких и родных. Они, в свою очередь, видят, что что-то с вами происходит, но они не профессионалы, они не знают, как с этим бороться. Поэтому обязательно, если вы чувствуете, что какие-то первые шажки к депрессии идут, то лучше обращаться к специалистам, которые умеют правильно с этим работать. Это психологи и психиатры. Мне, когда я начал заниматься с психологом, это очень сильно помогало и помогает. То есть сейчас я все реже, мне не хватает времени, в принципе, я уже чувствую себя
принципе, нормально, но это то, что выпрямляет. И я попробовал 4 психолога. Если вы думаете, что психолог — это человек, к которому люди идут поплакаться, это не так. Это тоже какие-то, не знаю, глупые мифы. Если вы думаете, что можно просто, как некоторые говорят, с другом там на кухне за бокалом чего-то там выровнять состояние друг друга, нет, это все полная ерунда. И люди, я вам скажу, многие из пост-СССР, они как привыкли жить в депрессии, вот этой нескончаемой, потому что люди сами не могут определить, что такое депрессия и как она отражается. То есть, точнее, они могут это, наверное, определить, что уровень жизни меняется, но не могут понять, почему. И часто в этом случае что происходит? Там находятся какие-то крайние. Сосед, правительство, государство, еще что-то. То есть нужно переложить, соответственно, свою вину на кого-то еще. Но это все очень сильно взаимосвязано. Это все ваше состояние. И обязательно нужно искать и идти к профессионалам. Я, как я им сказал, я перебрал 4 психологов. До этого я никогда с ними не сталкивался. И это было, знаете, ну вот, это, наверное, повезло, потому что я как бы использую всегда свои аналитические способности, да, и я сравниваю, то есть, точнее, я критично подхожу к каждому психологу, каждому профессионалу. И там были, конечно, вот нелепые некоторые психологи, там с какой-то магией, там психолог одна была, которая мне рассказывала о своих клиентах, и я так думаю, странный вообще момент. Психолог рассказывает о своих проблемах. Одна психолог мне рассказывала о своих проблемах. Я тоже думаю, блин, как это я заплатил, а мне тут о своих проблемах сам психолог рассказывает. Ну, странно. И вот 4-й психолог мне порекомендовали, и я нашел того человека, который действительно мне отразился. И если вы думаете, что психолог дает вам какие-то советы, типа делай так или делай не так, ну, по крайней мере, у меня это так не было. Психолог — это правильное ваше зеркало должно быть. То есть вы, глядя в профессиональное зеркало психолога, вы видите отражение, с которым вы можете сами работать. И вот это очень важно. Поэтому обязательно работать с психологом. Также мой друг, психолог, это не мой профессиональный психолог, просто мой друг психолог, он мне как раз таки подсказал вот эту вот мысль именно с вот этим вот уровнем нашего нормального состояния, нашего состояния радости и наши состояния, соответственно, стрессовые состояния. И он мне действительно дал понять, что несмотря даже на то, что в тот момент я работал с психологами, мне вроде бы было нормально, но мне, знаете, мне мало что радовало. То есть все, что мне радовало раньше, оно мне было вот просто на вот этом уровне. И он мне это подсказал и сказал: Олег, ты знаешь, наверное, тебе нужно еще попить антидепрессанты. И тогда я подумал, что интересно. То есть людям, которым я доверяю, если я вижу, что они профессионалы, я, естественно, их слушаю. Я вам тоже рекомендую прислушиваться профессионалов. То есть это не маркетинг какой-то, не рекламы, а именно профессионалов. И вот он дал мне это, правильно, скажем так, направление, и после этого я поговорил с психологом, он говорит: да, действительно, это можно, и она мне порекомендовала обратиться к психиатру, потому что антидепрессанты могут выписывать только психиатры. Соответственно, я пообщался с психиатром, он сказал, что в целом у меня все нормально, но да, есть определенные моменты выхода из депрессии, и чтобы нормализовать свой уровень до вот этого уровня, можно и нужно попить антидепрессанты. Есть разные отношения разных людей к антидепрессантам. Кто-то говорит: хорошо, очень хорошо. Вот говорят, там в Америке чуть ли не в супермаркете их покупают, и люди там закидываются горстями и пьют всю жизнь. Кто-то говорит, что это очень плохо, потому что с них сложно слезть. Но я вам скажу честно, чтобы вернуться к вот этому состоянию, они очень мне сильно помогли. Я их продолжаю пить, но на самом деле даже через 2 недели после использования я уже почувствовал совсем другое состояние. Может быть, это тоже эффект плацебо, но тем не менее на мне это сработало, я вернулся к этому уровню. И для чего, как я понял, нужны именно те самые депрессанты и работать с психологом, чтобы еще раз вы вернулись к вот этому уровню. Потому что если вы находитесь в этом уровне очень долгое время, в состоянии депрессии, и вы не можете даже сами ее диагностировать, то вы привыкаете, что ваш уровень как будто не вот этот, а вот этот уровень. И очень тяжело, соответственно, вернуться к вот этому уровню. Поэтому чем раньше вы диагностируете и поймете, что у вас есть какая-то проблема и ранее депрессия, тем, скажем так, меньше вот этот промежуток возврата будет к вашему нормальному состоянию. А это очень-очень важно. Не назначайте себе ни в коем случае антидепрессанты
только после консультации с психиатром. И то есть, соответственно, психолог и психиатр — это люди, которые вас выравнивают. Еще будьте аккуратны, конечно, со своими, во-первых, желаниями, во-вторых, со своими близкими и родными, потому что вам кажется, что вам плохо, что вас никто не поддерживает, но ваши близкие и родные, они не психологи, не психиатры, они не знают, как с этим работать, они не могут идентифицировать, что с вами происходит, и, к сожалению, в таком состоянии многие иногда не выдерживают или сами бросают свои семьи, там, близких, родных, там, жен, мужей и так далее, или получаются разлады. Из-за чего? Потому что вы копите определенную, скажем так, недосказанность, какой-то гнев, потому что вам не помогают, да, на тех близких, которые рядом с вами. А те близкие и родные, они не понимают, что с вами происходит и как с этим работать, как с этим бороться. Они не профессионалы. Поэтому будьте аккуратны, если вы уже видите определенные проявления к вашим близким и родным, и вот это незапонимание, это тоже один из факторов, который, возможно, показывает на то, что у вас, возможно, депрессия. Поэтому будьте очень аккуратны и бережны к своим близким и родным. Помните, что они, ваши близкие и родные, не просто так. И нужен обязательно профессионал. Второй момент — это вы ищете смыслы. Ищите смыслы, потому что это, знаете, как человек, который тонет в воде, вот у него там даже не круг, а какая-то палка, и вроде бы она плывет, и вы пытаетесь на нее скарабкаться, но вы тяжелее, чем эта палка, и вот точно так же с вашими желаниями. Вы теряете желание, и вы пытаетесь желание и смыслы, и вы пытаетесь хоть что-то придумать. Обычно у людей, у которых есть там деньги, сбережения, они начинают тратить деньги. Почему? Потому что психологически вы возвращаетесь к тому, что когда-то вас делало счастливым. Может быть, даже путешествия какие-то, те места, где вы раньше были. Вот со мной было в прошлом году. То есть я вот сейчас в этом отеле нахожусь, я в этом же номере и в прошлом году, но я вот вспоминаю даже вот свое состояние, я пытался работать, как-то чем-то себя занимать. Я люблю работать, но я не мог вернуться к своему нормальному состоянию. Но вот сейчас, спустя, получается, 2 года, я могу понять, что да, это были жесткие годы депрессии. Депрессии могут возникнуть по разным обстоятельствам. Я, с одной стороны, очень крепкий человек, но с другой стороны, если я доверяюсь кому-то, то я, получается, что уязвимый. Люди, которые вживаются в ваше доверие, у них такая способность. Они пытаются к вам в доверие войти, чтобы вовремя... То есть, знаете, есть же поговорка, что называется, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Но вот некоторые вот так вот и действуют. Я доверчивый человек, поэтому, если кого-то пускаю в свои круги доверия, то, соответственно, я подвержен их влиянию. И когда сзади вот так вот, что называется, ножом тебя тыркают в спину, конечно, это больно, и для меня это тоже было, как сказать, неожиданно, и я не мог понять, за что, почему меня так, скажем так, мало того, что вот это, еще мой канал постоянно в течение года атаковали. То есть сейчас я смотрю, все, даже клиенты мне говорят, что мои видео все как под кальку ремейки сделаны. В общем, у каждого свои причины, но смысл в том, что помните, ваше качество жизни прежде всего, вне зависимости от того, работаем мы с эстетикой или еще с чем-то, с волосами или с чем-то еще, и благосостояние, и люди, которые там скупают машины, квартиры и так далее, не в этом. Самое важное — это ваше ядро, это ваше сердце и ваш уровень, тот уровень, который вы с каждым годом только поднимаете. И если вы чувствуете, что вы проваливаетесь, и даже первые есть признаки, обязательно обращайтесь к профессионалам, психологам, работайте над этим, потому что от этого будет зависеть ваша жизнь, качество вашей жизни, как ничто иное, и качество жизни ваших близких и родных, потому что вы, потому и близкие, и родные, потому что вы ценны им, и они ценны вами. Поэтому берегите друг друга и заботьтесь о своем психологическом здоровье, и помните, что качество жизни — это не про машины, не про квартиры, не про ваши счета банковские, а про то, как вы проживете эту жизнь, а от этого зависит очень много таких вот мелких деталей, которые и делают вас счастливыми. И вы эти детали сможете замечать только когда вы в нормальном психологическом состоянии. Здоровья вам и будьте аккуратны. Главное, чтобы колосилась ваша жизнь и ваше ощущение того, что вы на самом деле живете.
Добра вам. Just subscribe.